Здравствуйте, друзья! Не собиралась сегодня записывать видео, но мой внутренний голос с самого утра твердил мне: запиши видео, запиши видео. Поэтому у кого утро, всем доброго утра, у кого вечер, доброго вечера, у кого ночь, доброй ночи. В общем, доброго момента, потому что вы здесь и смотрите это видео. Поехали! Сегодня немножко вкратце и очень просто расскажу в общем о том, как человек, по идее, устроен. Рисуем человека. Быстренько и схематично. Рисуем человечка. Вот у него ручки, ножки, тело, голова. Что есть у человека на лице? Есть рот. Есть рот. Он немаловажен, потому что через рот что происходит? Происходит потребление пищи. Правильно. Человек ест. Значит, соответственно, что влияет вообще на здоровье человека? На здоровье человека влияет, конечно же, с одной стороны, еда. То, что мы едим и пьем. Еда попадает в рот, далее она идет в желудок и далее в кишечник. И там она переваривается и усваивается. Так вот, конечно же, создается впечатление, и, собственно, это будет правильное впечатление, что мы можем влиять на здоровье свое и другого человека через питание. То есть то, что мы едим, влияет на здоровье. Таким образом, я изучила питание, диетологию, сыроедение, вегетарианство. И далее, конечно, как пища переваривается и усваивается в животе. Я изучила, как это все происходит, и освоила висцеральную терапию, как можно на органы, собственно, воздействовать. Такой массаж живота, массаж внутренних органов называется висцеральная терапия. Следующее. Как вы думаете, что еще влияет на здоровье человека? Кто сказал движение, тому 10 баллов. Движение влияет. Вот у нашего человечка имеются ножки, ручки. Они человечку помогают двигаться. Существует такая наука о движении человека. Называется кинезиология. Ее я тоже успешно изучила. Как двигается человек, как у него работают мышцы, суставы, как влияют суставы на мышцы, мышцы на суставы. И это все о кинезиологии. Но я вам сейчас очень просто буду рассказывать, чтобы вам было понятно. Значит, мы влияем таким образом, что занимаемся спортом, правильно? Значит, кто-то бегает, кто-то ходит в фитнес-центр, кто-то танцует, кто-то плавает. Это все движение, и это для человека хорошо. И значит, мы можем влиять на здоровье пищей, которую употребляем. Мы можем влиять на здоровье движением. Но вот интересная штука. Почему же происходит что-то с человеком? Ведь если подумать о современной медицине, то она рассматривает все проблемы с точки зрения симптомов. И все направлено на то, чтобы убрать, заглушить симптомы. Ведь на самом деле надо, если подумать как следует, не глушить симптомы, а разобраться, почему они возникли. И вот, думая с этой точки зрения, мы приходим к такому выводу, что у человека есть, оказывается, пульт управления. Вот этим человечком кто-то управляет. И вот интересно то, кто же им управляет. Ведь многими такими человечками управляет общество, управляют родители, учителя, друзья, муж,
или жена. Но редко бывает, чтобы человек сам управлял своей жизнью. А ведь пульт управления у каждого человека находится в его голове. Вот здесь находится пульт управления. Просто не все им пользуются на самом деле. И если даже пользуются, то не всегда пользуются во благо же себе самому. То есть, изучая все вот эти факторы, как можно повлиять уже на создавшиеся проблемы, я пришла к выводу, от чего же все эти проблемы создались. А создались все эти проблемы именно от управления этим человечком. То есть, возможно, от управления кем-то другим этим человечком, либо от неправильного управления самим себя. Поэтому вся моя методика, в общем-то, и все мое исследование сводится именно к тому, что, чтобы рассматривать изначально, что все проблемы и все какие-то хвори с человеком произошли именно от неправильного управления. На сегодня все. Я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Пишите в комментариях, что бы вы еще хотели узнать, что вам интересно. С удовольствием отвечу.